Сегодня мы будем жарить шашлык, салатик овощной. Ну, сейчас они чуть-чуть еще там дойдут. И овощи. Надо... Нож есть. Нет, надо шампур пошире. Еще всем привет. Еще не все дошли угли. Где ты будешь ставить? Хорошо. Можешь пенечек ставить. На бетон только не садись, потому что там замерзнет. Что получится? Да, я его сюда ставлю. Нет, туда не надо вставать. А вы в песочнице поиграли? Играй лучше во дворе, Андрюш. Так как я забыл переворачивать для грилей, я буду сегодня орудовать шампурами. Пожалуй, почти готов. Еще чуть-чуть подержим его на этой стороне. Сосиски. Будешь сосиску жарить? Да. Пока что нет, пока ты ее не заваришь. Иди попроси у мамы или у бабы тарелочку под сосиски. Под нос не надо? Курица сейчас будет, да? Можно? Можно уже. А перец что-то не порезал, да? Его Целиком? не надо было резать. Как задумано? Да. Он запекается, потом с него снимается шкура, а потом режется только. Там помидоры, видишь, уже снял.
Я могу сам порезать, кстати, да. Спасибо большое. А, и тогда сало, которое там было. Все. Ну да. Ну его много, наверное, будет. Как она говорит. Это карту заносить? Да. Она готова, ее кушать. Что происходит? Что ты хочешь? Говорим в камере. Ну, расскажи что-нибудь в камере. Ну, я тебе говорю, расскажи, подойди ближе к камере, чтобы тебя слышно было, и что-нибудь расскажи. Так, ты что делаешь сейчас? А, ты режешь? Чищу перчик. Наш папа чищет перчик. И все. Что ты делаешь? А, чищет? Да? Молодец. Папа чищет баклажан. Папа чищет баклажан, чтобы он был свежий и вкусный. Папе горячо, очень горячо. Папа кракает, потому что ему очень горячо. Мне тоже будет снимать. Можно. Только аккуратно, сзади тебя очень горячая. Папа режет картошку. Папа режет картошку, сейчас ее приготовит. Потом она будет очень вкусная, как шашлык. С мясом. Пап, можно я тебе помогу? Ну, помоги. Давай я еще раз тебе поделать. Давай сразу. Подожди, не спеши. Давай одну. Готов получится. Давай. Сейчас на следующую будем нанизать. Так, давай иди дома попробуй тепленькую сосиску, пока она горячая. На, унеси домой, помоги мне. Занеси, пожалуйста, домой. Позови деда или кого-нибудь. Собственно, теперь пора сделать наш мини-маринад. Точнее говоря, мясо вообще не мариновалось сегодня. Посыпем смесью перца и добавим немножко тмина. Добавим немножко тмина. И, конечно же, надо посолить. Картошку тоже чуть-чуть присолим. Там хоть сало и соленое, но картошка достаточно крупная, ее надо чуть-чуть тоже присолить. Так, что сказать? Папа посолил картошку, чтобы она была вкуснее и свежее. Чтобы все брали, что такой интересный вкус и очень вкусный. Так, теперь будем делать салат. Берем овощи наши почищенные. Ой, какой помидор хороший. И режем. Не слишком мелко режем, чтобы
Они и так у нас готовы. Просто чтобы было удобнее кушать. Теперь папа возьмет еще один. Семена нам не нужны, семена вычищаем. Можно было, кстати, это сделать заранее, но я решил так пожарить их целиком. Потому что с семенами неудобно есть. Они не полезные. Перевернули, теперь посолим и поперчим вторую сторону. Петрушка с укропом. Собственно, осталось добавить лук, заправить маслом, посолить и немножко поперчить. И наш салат готов. У меня сегодня красный лук есть в наличии. А вообще сюда подойдет любой. Берем перец, можно обычный. У меня перечная смесь, которая мне очень нравится. Соль по вкусу. И осталось сюда заправить масло. Вилки нет, у меня есть шампуры. И все это размешать. Получается вот такой вот замечательный витаминный летний салат. Очень вкусный и очень полезный. Вот это свиная корейка, а вот это шея на кости. Да, рекламирую. Вот такая штука. Такая приправа, смесь из 5 перцев. Мне лично очень понравилось. Очень ароматно, классно. Ну, это просто тмин. По несколько семечек на кусок прибавляет своего аромата. Ну что, ребят, пошел я кормить семью. У меня тут еще немного дожаривается. Мы будем заканчивать ролик. Всех с наступившим летним сезоном. Замечательная погода в Сибири стоит. Желаю всем собираться хорошей компанией, семьей, на свежем воздухе, на даче, на природе, на пикнике, на рыбалке, конечно же. Собираться, готовить вкусную еду, кушать, быть здоровыми, веселыми. Приятного аппетита. Всем пока-пока.